Всем привет, меня зовут Саша Saintrider, и вы находитесь на канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. Пожалуй, этот выпуск самый долгожданный, потому что инструмент, который мы сегодня изучим, один из самых продвинутых музыкальных плагинов на iOS на сегодняшний день. И имя этому чуду Drambo от гениального разработчика Beep Street. Представьте себе модульный синтезатор, грувбокс, виртуальный микшер, секвенсор, сэмплер, аудиоэффекты и все это в одном приложении. При этом интерфейс настолько дружелюбный и интуитивный, что при первом открытии приложения сразу хочется творить музыку. Хочу отдельно отметить, что для меня Drambo стал удивительно удобным саунд-дизайнерским инструментом. Также сегодня я разыграю 3 бесплатных кода на него. Для участия необходимо подписаться на мой YouTube канал, поставить палец вверх к этому видео, обязательно написать комментарий под этим видео и подписаться на комьюнити iOS-музыкантов Мус Яблоки, ссылка будет в описании. Через несколько дней рандомайзер выберет 3 случайных комментария, и я напишу список победителей. Большое спасибо Beep Street за предоставленные коды для розыгрыша. Ну что, давайте наконец приступим к изучению. Для начала бегло пробежимся по интерфейсу, а каждую функцию более детально разберем отдельно. Самая верхняя граница называется топ-бар. Вот эти 3 рисочки — это меню, в котором мы видим создать новый проект, открыть проект, сохранить проект, настройки, экспорт аудио, help и так далее. Все эти функции разберем отдельно. Вот в этом квадратике мы видим меню создания паттерна. Все функции также отдельно разберем. Вот этот плюсик создания нового паттерна, кнопка запуска, запись, луп, метроном и дополнительные настройки. Вот эти 3 точки — различные параметры записи. Кнопка MIDI Learn дает возможность прицепить любой параметр вашего MIDI-контроллера. Вот этим ярлычком мы открываем Full Screen мод для модулей. Естественно, все отдельно разберем. А второй ярлык открывает Full Screen Pattern мод. Вот эта часть называется Rec Editor. В этой части мы как раз и будем добавлять различные модули, инструменты, AUV3 плагины и так далее. Далее мы видим 16-шаговый паттерновый секвенсор. И вот эта часть, которая занимает ровно половину экрана, называется Track Selection Paths. Ну и на первый взгляд кажется, что вроде каким-то широким функционалом Drambo не обладает. Но это не так. Я думаю, что самым оптимальным способом изучить Drambo — это сразу начать применять его на практике и таким образом параллельно изучать каждую функцию. И начнем детальное изучение вот с этого блока модуль. Давайте посмотрим, как он работает. Все начинается вот с этой кнопки «плюс». Открывается меню, в котором мы видим различные модули. Для того, чтобы понимать, как работают эти модули, как минимум нужны базовые знания теории синтеза, как устроен осциллятор, огибающие, фильтры и так далее. Поэтому в этом видео я сделаю акцент на изучении самого грувбокса и всех его основных возможностей. А в частности, как отдельно работают некоторые из этих модулей, я покажу в отдельном видео по базовому изучению синтеза для новичков. Но все-таки давайте немного посмотрим, какие здесь есть разделы. Генераторы, различные эффекты и процессоры, модуляторы, микшер, различные MIDI-устройства и так далее. Внизу мы видим кнопку Help. Если ее нажать, то, выбрав какой-то из модулей, например, Wavetable осциллятор, мы можем увидеть дополнительное краткое описание, что делает этот модуль. Под видео я обязательно прикреплю несколько ссылок на других YouTube-блогеров, которые делают обзоры как раз по этим модулям. И все же давайте добавим какой-то инструмент. Вот мы видим в первом блоке генератор, инструмент трек, то есть готовый какой-то синтезатор. Нажимаем кнопку Presets, видим готовые инструменты. Ну, допустим, вот этот плаг, April плаг. Вот мы видим, как в этот трек добавился готовый инструмент. Это полноценный синтезатор, в котором есть осциллятор, огибающий фильтр, дилей, реверб и так далее. И вот обратите внимание, что вот эта основная дорожка промаркирована как единичка. И вот этот пэд, нажимая на него, мы слышим звук. Чтобы воспроизвести этот инструмент по нотам, необходимо нажать вот на эту кнопку Keys. И таким образом мы открываем клавиатуру, которая воспроизводит конкретно этот инструмент на вот этой дорожке единичка. Иными словами, вот эти пэды можно назвать каналы. Вот обратите внимание, здесь 8 каналов, плюс A-B — это Send Return эффекты, и мастер-канал. То есть, кликнув сейчас на второй слот, мы видим, что он пустой. Сюда можно добавить какой-то другой инструмент. Допустим, здесь в будущем у нас будет бочка. Нажимаю плюсик, вот вижу аналог кик, либо также можно из престов какую-то бочку взять, но пусть это будет какая-нибудь вот такая бочка. Вот мы слышим звук бочки. Можно переключать пресеты вот этими стрелочками. Это уже готовые, созданные разработчиком реки. Вернемся на первую ячейку. Здесь у нас мелодия. Теперь, собственно, давайте посмотрим, как прописать ноты. Если у меня на клавишах выбрана нота, например, до, то, нажимая вот на эти ячейки, мы добавляем ноту до. Если мы хотим, например, ноту заменить, мы можем ее удалить. Выбираем какую-то другую ноту, например, Re диез, кликаем в ячейку.
И таким образом мы постепенно, по шагам забиваем мелодию. Конечно, ноты можно вживую прописать, мы чуть позже к этому подойдем, но пока давайте разберем именно, как работает вот такой ручной режим. Обратите внимание, что в ячейке есть название ноты и вот такая вот зелененькая полоска. Если я хочу забить сюда аккорд, я нажимаю вот здесь плюсик, выбираю ноты аккорда, кликаю в место, которое я хочу, допустим, вот сюда. И вот мы видим, что там теперь 3 зеленые полоски, надпись «Корд», слушаем. И вот мы сейчас в данный момент не услышали, как проиграл аккорд. Все дело в том, что вот этот основной модуль, который стоит в самом начале, который как раз преобразует наши MIDI-сигналы, в этом блоке стоит единичка. То есть разрешение для нашего инструмента сейчас всего 1 голос. Кликаем на единичку, открываем список и видим, что здесь можно добавить до 8 голосов. Выбираем 8. И таким образом наш инструмент теперь способен играть аккорды. Далее мы зайдем во вторую ячейку и пропишем бочку. Чтобы сделать наш синтезатор потише, мы тянем вот в этом месте влево и видим дополнительно ручку громкости всего этого канала. Делаем потише синтезатор. Далее, для того, чтобы, допустим, переименовать название этой дорожки, мы тянем наш рэк вправо, в самом начале название дорожки 1, кликаем на нее, переименовываем. И вот теперь мы видим, что канал называется Synth. Следующий канал переименуем в Kick. И вот таким простым очень образом забивается секвенция. Но это только начало. Я сейчас немножко изменил рисунок мелодии. И теперь давайте разберемся, как работать конкретно с нотами. Для того, чтобы я мог вот этот шаг скопировать вот в это место, то есть здесь прописан аккорд, совсем не обязательно заново создавать этот аккорд и заново в этом месте его вбивать. Заходим в режим Edit, выбираем нужную нам ячейку, нажимаем Copy и указываем то место, куда мы хотим ее вставить. Нажимаем Paste. И также, соответственно, в этом режиме мы можем поменять сами ноты. То есть, таким образом, выбирая конкретную ячейку, мы видим, какие ноты там записаны. Также в режиме Edit есть кнопка Clear. Выбираем ячейку, нажимаем Clear, удалить. Кнопка Undo, возврат. Вот эту кнопку Clear PL мы разберем чуть позже. Также есть транспозиция, то есть выбираем, например, вот этот аккорд, нажимаем Transpose и выбираем, насколько мы хотим поднять ее, например, на октаву. Или опускать, поднимать конкретно по полутонам. Давайте вернем обратно. Далее мы можем, например, выделить какую-то часть нот или все ноты, зажимая, допустим, на первую, тяну курсор вправо. Я сейчас выделил все ноты. Следующая функция Shift позволяет двигать наши шаги от 1 до 4 ступеней за раз. Закроем режим Edit. Далее пропишу Hi-Hat, выбираю третью ячейку, добавляю новый инструмент. Далее, например, я хочу добавить к нашему хай-хэту какой-то эффект. Пусть это будет дилей. Нажимаем вот этот плюсик рядышком. Открываю раздел процессоров. Ищем дилей. Вот Delay FX. Если вот эта кнопка триггер включена, то она активирует как раз сам пэд. То есть можно его настукивать. Если выключен, то мы просто переключаем паттерны. Кнопка Mute. Если ее зажать, то мы можем замьютить какой-то конкретный пэд. Мы видим, что первая ячейка называется Main. Заходим. Видим, открывается микшерный пульт, в котором у нас есть громкость каналов. Это та же самая громкость каналов, что и находится вот здесь справа. Панорама, левый и правый канал. Если кликнуть двойным кликом на ручку, открывается дополнительное меню, в котором мы можем вбить какое-то конкретное значение, сбросить значение по умолчанию и Remove P-Locks. Про это мы чуть позже поговорим. А также мы видим, что на каждом канале есть ручки A, B. Также мы видим, что есть отдельные каналы A, B. Это и есть, собственно, return каналы. Давайте выберем, например, канал A, добавим на него эффект. Пусть это будет реверб. На return канале эффект необходимо поставить микс на 100%. Вернемся обратно в main. Вот она, ручка A. Теперь добавляет реверберацию на наш синт. Также есть кнопки соло. И также дублирование вот этой кнопки Mute. Также мы видим гнезда выходов. Это аудио-выход, это MIDI-выход. Чуть позже их разберем. И в конце последний слот мы видим это мастер-канал.
Допустим, на мастер-канал можем добавить какой-нибудь эффект, фильтр, который сейчас непосредственно обрабатывает все наши дорожки. Чтобы удалить какой-либо ненужный нам модуль, тянем вот за эту верхнюю границу вниз. Только будьте осторожны, не удалить случайно модуль, иначе кнопка Undo в этом случае не работает. Ну а теперь все-таки давайте создадим какой-то простейший инструмент из базовых модулей. Я выберу пустой 4-й канал, нажимаем плюсик, выберу генератор-осциллятор. Вот у нас пошел синус. Сделаем канал потише вот этой ручкой. В данный момент мы можем управлять нотами, но у нас пока нет огибающей, который будет управлять динамическим контуром. Нажимаю еще раз плюс, выбираю процессоры, выбираю стандартную ADSR, которая управляет амплитудой. И вот в данный момент мы видим, как по цветам она приконнектилась к нашему осциллятору. Выберу в осцилляторе, допустим, пилообразную форму волны. Атаку можно сделать более медленной. Или убрать сустейн и сделать, короче, дикей. И так далее. Теперь давайте посмотрим, что означают вот эти гнезда. Зайдем в Help. И вот мы видим 6 типов подключений. Вот такая иконка с синусом означает, что между модулями будет происходить аудиоподключение, MIDI-подключение. Вот эта нотка означает, что это высота тона, то есть мы сможем играть ноты. Gate, то есть сможем запускать ноты. Это информация о нажатии и отпускании ноты. Velocity, сила чувствительности нажатия. И параметр Time, который будет управлять временем звучания конкретной секвенции. Теперь давайте разберемся, как они коммутируются. Вот мы сейчас видим, что огибающая, благодаря вот этой подкраске вот этого голубого цвета, управляет нашим осциллятором. Нажимаем еще раз на это гнездо, и все верно, видим, как они закоммутированы. А далее мы видим вот эту кнопочку, она горит коричневым цветом, то есть ноты сейчас открываются и закрываются по MIDI to CV вот этим блоком. Нажимаем, да, видим, как они законнекчены. Вот сейчас ноты работают, можно отконнектить двойным кликом. Нажимаем Disconnect, и теперь мы видим, что ноты не воспроизводятся нашей огибающей. И вот теперь, чтобы обратно его приконнектить, нажимаем еще раз на этот ярлычок, выбираем порт. Все, ноты звучат. Это очень простая стандартная коммутация. Если сейчас мы, например, осциллятор отконнектим вот эту нотку от порта MIDI to CV, давайте попробуем, то все ноты будут звучать, соответственно, на одной частоте. И саму частоту мы уже ручкой Tune, Fine выставляем непосредственно в самом осцилляторе. Но это может быть полезно в случае, если вы, допустим, делаете бочку и не хотите, чтобы бочка на разных нотах звучала с разной высотой тона. Приконнектим обратно. Если мы, допустим, хотим какой-то добавить еще инструмент, но не в конце цепи, то мы тянем за вот эту верхнюю границу. То есть мы хотим, допустим, сюда добавить еще один осциллятор, тянем, появляется плюсик, отпускаем, открывается список модулей, зайдем в генераторы, выберем, допустим, еще один осциллятор. И вот таким образом у нас сейчас 2 осциллятора. Но звучит по факту только один. И для того, чтобы второй осциллятор у нас также выдавал звук, нам необходимо создать микшер. Это тоже достаточно базовый модуль, он тоже часто вам будет нужен. Нажимаем плюсик, заходим в микшер, выбираем микшер. Вот я сейчас немножко схему поменял, у меня получился один осциллятор, следом за ним идет envelope. Вот мы видим по этому ярлычку и этому цвету, что он им управляет. Но звук пилы мы сейчас не слышим. Соответственно, на выходе в конце цепи стоит осциллятор 2, в котором играет синус. И вот это огибающее, вот этим цветом мы видим обозначено, управляет им. Соответственно, для того, чтобы мы могли, как я уже и говорил, 2 осциллятора услышать, нам необходимо добавить микшер. Еще раз добавляю. И теперь в этот микшер добавить не сами осцилляторы, а вот эти 2 огибающие. Первая огибающая и вот вторая. И теперь вот этими ручками громкостей мы можем управлять вот синус, вот пила. Это такая базовая цепочка, 2 осциллятора с 2 отдельными огибающими. Можно сюда добавить еще фильтр. Ну и теперь сделаем вот из этих разрозненных отдельных блоков отдельный инструмент. Для этого мы выделим все эти инструменты, зажимаем вот на этой верхней части, выделяем необходимое количество нам инструментов, нажимаем Cut, то есть вырезаем отсюда. В этом меню мы выбираем инструмент Rack, вот создается такая пустая ячейка. Нажимаем вот на этот плюсик внутри этого рэка, и вот здесь внизу кнопка Paste. Мы видим, как все модули поместились в одну ячейку. Вот этой кнопочкой мы сворачиваем их. И вот таким образом мы видим, как мы собрали свой простейший синтезатор. Ну а далее полученный инструмент можно сохранить. Нажимаем вот здесь Instruments. Выбираем папку, куда хотим сохранить. Создадим свою папку. И в эту папку сохраняем его. Теперь в следующий раз его можно будет добавить в генераторах Instrument Rack, Presets. Вот он. Теперь давайте посмотрим, что есть вот в этой кнопке Step. Если ее сейчас нажать, то
то мы видим вот такую пустую часть, нажимаем плюсик, ничего не происходит. Для того, чтобы что-то произошло, надо выбрать какую-то определенную ноту этой мелодии. Ну, допустим, пусть это будет вот эта нота. Мы видим основные параметры этой ноты, такие как уровень velocity, gate, offset. Вот послушайте, как нота смещается. Визуально этого мы, к сожалению, не видим, но отчетливо слышно, как эта нота звучит теперь со смещением. И вот как раз этим плюсиком теперь мы можем дополнительные параметры для конкретно выделенной ноты добавить. Например, это может быть функция note, то есть еще одна нота здесь будет играть. И чтобы эту новую ноту добавить, я зажимаю одним пальцем на вот эту ячейку, а другим пальцем добавляю эту ноту. И вот мы слышим, как нота G добавилась. Тут еще есть очень много интересных компонентов. Также обязательно посмотрите отдельный обзор по этим компонентам. Как я и говорил, ссылка будет в описании под видео. Давайте для примера еще один компонент выберем, пусть это будет ретриггер. Вот эту вторую ноту удалю. Поднимаю значение. То есть таким образом эта нота сейчас двоится. Троится и так далее. Получается, что в этой вкладке Steps мы можем дополнительные компоненты к каждой ноте добавлять, приписывая каждой ноте какой-то свой дополнительный характер. Далее мы изучим одну очень уникальную функцию, называется параметр log. Давайте посмотрим, как она работает. Если, допустим, я сейчас одним пальцем руки зажму вот эту ступень chord, а другой рукой, то есть мышкой, буду крутить какой-то параметр внутри синтезатора, и теперь вот эта красная линия сейчас означает, что конкретно в этой ячейке происходит автоматизация вот этой ручки cut-off. Слушаем. Так и есть. Следующая ячейка, например, вот эту зажимаю, открываю фильтр. И таким образом, к каждой ячейке я теперь дополнительно могу присвоить какое-то неограниченное количество значений разных параметров, эффектов, синтезатора и так далее. Ну и тут открывается целая новая вселенная по модуляциям. Для большего удобства можно зайти в режим Edit, выбрать, допустим, триггер, выбрать какую-то определенную ячейку, например, вот эту, тапать на нее и крутить какой-то параметр в поисках какого-то нового звучания. Если, например, все же я хочу какой-то параметр удалить, допустим, вот эта ручка velocity мне оказалась не нужна, одним пальцем я зажимаю саму ячейку, а другим пальцем двойным кликом кликаю на эту функцию. И таким образом теперь этот параметр не проавтоматизирован. Выхожу из режима Edit и далее уже настраиваю, как мне он нужен. То есть сейчас у меня происходит следующее. Все ноты играют квадратную форму волны, а одна нота играет синусоиду. Честно говоря, нигде подобной функции я не встречал. Что-то отчасти есть такое похожее на моем аналоговом синтезаторе Korg Mini-Log XD, но чтобы настолько была гибкая система автоматизации каждой ручки, я пока нигде такого не встречал. Это очень круто. Причем создавать эту запись каждой отдельной модуляции можно и в реальном времени. Нажимаем Record, крутим ручки. Также изменение какого-либо параметра можно занести не только на конкретную ноту, но и на пустоту. То есть изменение параметра будет, например, вот в этом месте. Здесь у меня будет, например, фильтр открыт. Вот мы видим, что в пустой ячейке все же видна модуляция. И вот такая простая по нотам секвенция уже с точки зрения дизайна звука круто звучит. Ну и теперь зайдем в режим Edit. И теперь, узнав, что такое параметр log, мы знаем, что clear PL — это означает удалить параметр log. То есть удаляться будет не нота, а конкретно вот эти вот настройки. Выбираю ячейку, нажимаю clear параметр log, удалили. Если нужны все удалить, выделяю все ноты разом, нажимаю clear PL, все параметры удалены. Ну и теперь давайте сравним, если мы, допустим, удалим все автоматизации и вернем назад. Ну и вы сами слышите, какая огромная разница. По центру интерфейса мы видим вот такой фейдер. Функция называется Morph. Давайте посмотрим, как она работает. Давайте для изучения добавлю реверб. Сейчас, когда фейдер находится у меня в положении A, реверб микс я убрал. Перевожу фейдер в режим B, зажимаю одним пальцем кнопку B, накручиваю, допустим, драйвет 100%, отпускаю. Сейчас мы видим, что ручка микс загорелась красным цветом. Это означает, что она промодулирована. Можно еще что-то промодулировать. Давайте еще раз зажму B и, допустим, уберу фильтр. И таким образом, когда фейдер у меня находится в стороне A, у меня фильтр открыт, реверба нет, перемещаюсь в сторону B, добавляется реверб, фильтр прикрывается.
И таким образом получается, что фейдер позволяет нам переключаться между различными настройками. Здесь не только два канала. Если, допустим, мы выберем далее вместо A канал C, то мы можем здесь еще какие-то параметры сделать. К примеру, это будет короткая реверберация с отрезанными высокими частотами, с подрезанным фильтром, ну и с, допустим, более длинным фидбэком в дилее. Отжимаю. И таким образом получается, что у меня есть возможность переключаться фейдерами либо слева, либо справа и активировать до 16 слотов. Для живой игры это, конечно, очень крутая функция, да и вообще для различных экспериментов, живого джеминга и так далее. Теперь давайте более детально разберем, как работают паттерны. Сейчас у нас первый паттерн, забита вот такая секвенция, synth бочка head. Кликаю на паттерн, видим, здесь есть название. То есть таким образом можно дать, допустим, различные названия: интро, брейкдаун, дроп и так далее. Сколько раз она будет повторяться, пока стоит один раз. Количество ударов в такт, 4 удара. Какое количество тактов в паттерне сейчас стоит? 4 удара, то есть один такт. Можем умножить. И вот таким образом мы видим, что вот в этой части появилась дополнительно 1/2, то есть это первая страница из двух. Можем переключиться на вторую, во второй что-то добавить, какую-то нотку. Если мы хотим сразу отобразить весь паттерн, то есть 2 такта, кликаем в это центральное окошко, и вот сразу видим все наши 2 такта. И таким образом максимум мы можем умножить до 64 ступеней и отобразить их все в едином окне. В таком режиме, наверное, все-таки крайне трудно будет работать, поэтому гораздо проще переключиться хотя бы в отображении нескольких тактов. Также, чтобы удобно отобразить все наши прописанные паттерны, мы можем зайти в режим Full Screen Pattern. Ну, а также, соответственно, здесь очень удобно переключаться вот в этой левой части на микшер и на все остальные дорожки. Далее в паттерне мы видим функцию Insert, то есть вставить новый паттерн, пустой, в котором можем отдельно что-то прописать, удалить созданный паттерн, дублировать. То есть таким образом паттерн дублирован, и мы в нем можем какие-то внести изменения, допустим, поменять ноты. Перед запуском вот обратить внимание, что наверху стоит функция Loop. Ее необходимо отключить, если мы хотим, чтобы паттерны сами между собой переключались. А если луп будет включен, то он будет на повторе постоянно один и тот же паттерн гонять. Ну а также есть функция скопировать и вставить. Наверху в топ-баре у нас еще остались настройки метронома. Также есть параметр Swing. Это Global Swing, будет смещать каждую вторую и четвертую долю такта. Функция Sync синхронизирует драмба либо локально, то есть внутри самого драмба, либо с хостом. Это если драмба будет запущен, допустим, через Cubasis или AUM. И функция Ableton Link для синхронизации с Ableton Live. В этих 3 точках мы видим настройки P-Log Recordings. И таким образом Active Steps будет прописывать автоматизацию только внутри какого-то прописанного шага. Every Steps будет писать автоматизацию независимо, есть нота или нет. И вообще можно отключить параметр Log Recordings. Pre-roll, то есть сколько тактов отыграет до момента включения записи. Глобальная квантизация, то есть если вы играете вживую, ноты будут автоматически подстраиваться под сетку. И параметр Overdubbing позволяет в реальном времени писать материал, при этом не теряя то, что было уже до этого записано. То есть, допустим, вы прописали хай-хеты, запись продолжает идти, и вы, например, можете добавить бочку и снейр и так далее. В основном минимум видим функции создания нового проекта, открыть, сохранить как новый проект, и функция экспорта, то есть, допустим, вы хотите проект отправить на какой-то свой другой гаджет, на iPhone или другой iPad и так далее. Дополнительные настройки, здесь их совсем по минимуму, так как драмба изначально работает, рекомендую его в таком режиме оставить. Экспорт аудио, тут вы можете экспортировать полностью свою композицию, либо какой-то текущий паттерн. Help, очень подробный мануал, и Connect Bluetooth Device, подключение различных внешних Bluetooth устройств. С недавнего времени в Drambo появилась поддержка UV3 формата, то есть таким образом через Drambo можно использовать различные синтезаторы, аудио и MIDI-эффекты и так далее. Давайте посмотрим, как это работает. Зайду на новую ячейку, нажимаем плюсик. Если мы хотим добавить синтезатор, мы заходим в генератор, выбираем Audio Unit Instrument, добавляется специальный модуль, нажимаем плюсик и выбираем инструмент, который нам необходим. Допустим, выберу синтезатор Xeon. Не так давно я делал на него отдельный обзор, обязательно посмотрите. Это тот же разработчик Beep Street, что и сделал Drambo. Справа мы видим кнопку отображения full screen синтезатора, функция мэппинга, то есть мы можем, допустим, какой-то контроллер
замэпить. Вот мы видим, появилась единичка. Это означает, что один параметр мы сейчас добавили для того, чтобы его потом проавтоматизировать, к примеру. Выходим из режима Map, нажимаем крестик, закрываем интерфейс. И вот мы видим, как на интерфейсе самого модуля появился контроллер фильтра. И таким образом мы очень удобным способом сможем его далее в параметр plog проавтоматизировать. А для того, чтобы добавить новый MIDI-генератор, нам необходимо его поместить перед инструментом. Выбираем Audio Unit MIDI процессор. Добавим инструмент, который будет генерировать ноты. Пусть это будет рифер. Генерирую ноты. Ну и точно таким же образом мы можем далее добавить аудиоэффект. Заходим в процессоры, выбираем Audio Unit процессор. Добавим, допустим, Bliss Delay. Таким образом становится понятно, что Drambo можно использовать даже как полноценный секвенсор. И в завершении обзора хочу сказать, что мы разобрали только малую часть того, что может делать Drambo. На мой взгляд, на сегодняшний день Drambo является одним из самых передовых инструментов для создания музыки на iOS. Если это видео вам понравилось, не забудьте написать комментарий, поставить палец вверх и, конечно, подписаться на мой канал. Всем спасибо за внимание. Это канал Flowform. С вами был Саша Saint Rider. До новых видео.